Разговор слепого с глухонемым. Капелька крови падает с клыка. Хочет остановить это интервью, у нее срывается голос от рождения, провокативное, фрондерское и эпатажное. Приветствую, меня зовут Александр Иванов, я физиогномист и психолог. И в этом видео я сделаю разбор интервью Ксении Собчак и Елены Блиновской по просьбе своих подписчиков в Instagram. Собственно, тут я не буду разбирать абсолютно все интервью, я разберу самые яркие моменты и те, которые считаю самыми показательными и интересными. Опять-таки, мы здесь ограничены тем материалом, который у нас есть, у нас нету абсолютно всех ракурсов, мы не можем рассмотреть все, поэтому в условиях ограниченного, скажем так, ограниченных ресурсов видим то, что реально можем прокомментировать, или комментируем то, что реально можем увидеть. Это видео прежде всего для тех, которые изучают физиогномику, интересуются физиогномикой, и этот разбор поможет им в обучении. Опять-таки, это мое мнение, и я опираюсь на то, что вижу. Если вы с чем-то не согласны или увидели что-то, чего не увидел я, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Если ваш комментарий будет по-настоящему аргументированным и интересным, я с удовольствием его прокомментирую. В самом начале стоит упомянуть, что Елена Блиновская и Ксения Собчак очень разные люди, которые очень сильно друг от друга отличаются. Опять-таки, не впадая в детали, не вдаваясь в детали, что можно сказать про Ксению Собчак? Она рациональный логик. Она человек, который доверяет прежде всего фактам, цифрам, показателям. Вот увидела, поняла, пощупала, потрогала, посчитала, все, значит, это для меня существует. А какие-то тонкие материи нет. Более того, это психологически очень сильная личность. Это личность, которая идет до конца, чего бы это ей ни стоило. И при этом она от рождения провокативная, фрондерская и эпатажная. Опять-таки, сила нервной системы тоже ей дана от рождения. А если же мы говорим о Елене Блиновской, совершенно иной тип. Это иррациональная личность. И то, что называется тонкие материи, для нее это нормально, абсолютно нормально. И если взять в двух словах, описать ее психотип, то она похожа на человека, знаете, вот как раньше были какие-то знахари, которые заговаривали настои, травы, там, лечили хворь какими-то заговорами, нашептываниями. Вот это именно тот психотип. И сейчас мы не будем обсуждать, там что-то работает или не работает, или как оно вообще работает. Мы просто комментируем, акцентируем на том, что абсолютно разные люди. Разговор слепого с глухонемым. Это интервью в принципе не имело шансов, скажем так, закончиться хорошо, да, или пройти гладко и хорошо, потому что люди, которые в принципе друг друга не понимают и никогда не поймут. Понятное дело, что больше всего мы будем говорить сегодня о Елене Блиновской, но начнем мы с Ксении Собчак. Обратите внимание на ее заставочку, да, на вот этого вот, не знаю, зверька, то ли это волк, то ли собака, и как капелька крови падает с клыка. Очень хорошая демонстрация. Собственно, пустить кому-то кровь, вцепиться в горло. И я не видел всех интервью, я, наверное, видел только 2 интервью Ксении Собчак. И, в принципе, да, это то, что описывает хорошо ее стратегию. Вообще, треугольная форма зубов, то, как она отображена на этом рисунке, треугольник – это инструмент максимально атакующий, агрессивнее треугольника есть только ромб, ну и капля крови. И кто-то может сказать, что это, слушайте, это показуха, это просто, ну не знаю, решили так поприкалываться. Друзья, это называется проективная методика. Собственно, что показываю, то на самом деле и чувствую. Да? Как в начале фильма, первая и последняя сцена – это те вещи, которые во многом предопределяют фильм. Да? О чем фильм, какое настроение фильма, что мы должны понять об этом фильме. Собственно, здесь эта заставка об этом очень ярко говорит. Первое, что бросается в глаза во всем интервью, это то, насколько они не согласованы, да, насколько у них нет рапорта между собой. Обратите внимание, 21 минута 9 секунда и час 31 минута 5 секунда наиболее ярко демонстрируют, как Блиновская сидит, отвернувшись от Ксении Собчак. Собственно, она не смотрит в ее сторону, ее тело повернуто от нее, более того, ноги тоже повернуты от нее. И здесь, с одной стороны, может быть мягкий сценарий, когда мы говорим о том, что, окей, ну, нет у них рапорта, нет у них согласования какого-то, им, возможно, некомфортно, неинтересно. Но на самом деле это односторонняя история, то бишь это касается конкретно Елены Блиновской. И вот на втором моменте, час 31:05, сейчас я его найду,
Да, вот здесь шикарно видно, насколько Блиновская уже вот туда ногами. О чем это говорит второй вариант? Человек хочет покинуть это место, человек хочет покинуть ситуацию, хочет остановить это интервью, ему ну, как бы максимально дискомфортно, неприятно, все, хочется убегать. Собственно, это первый момент, который максимально, ну, очень сильно бросается в глаза. Но теперь, если конкретно идти по моментам, то это примерно 20 минута, 55 секунда, когда она говорит 100 из 100. И ты понимаешь. Ну, проба пера такая. Да. И был отклик 100 из 100. Реально был отклик 100 из 100. И я поняла, что мне сейчас до сих пор говорят, что из твоих уст ходит. Вот смотрите, мы не можем говорить, сразу забегая наперед, что человек абсолютно там где-то врет или, ну да, врет. Но на что бы я хотел обратить ваше внимание? Во-первых, она долго смотрит в глаза. Собственно, здесь у нее нестандартная линия поведения. Человек либо вообще не будет смотреть в глаза, либо будет долго смотреть в глаза, и здесь такая бессознательная потребность убедиться, что другой, вернее, увидеть, как другой воспринимает эту информацию. Что еще произошло? Она поджимает губы. Обычно человек поджимает губы тогда, когда неприятная информация, отрицательная информация. И этого тоже было бы недостаточно, но еще третий момент, у нее срывается голос в этом моменте. И был отклик 100 из 100. Реально был отклик 100 из 100. И я поняла, что мне сейчас до сих пор говорят, что из твоих уст ходит. Поэтому, если прокомментировать мою позицию, мое отношение к этой фразе 100 из 100, здесь она не была абсолютно уверена в том, что она говорила. Ну, возможно, там было 90 из 100, возможно, там было 80 из 100. То есть я уверен, что там был какой-то хороший, высокий показатель, но это не было 100%. Следующий момент, который вызывает много вопросов, это момент, когда она с мужем решила, что необходимо, чтобы муж занимался чем-то другим. Это 24 минута, 47 секунда и потом 25 минута. Они не разрушились. Я это очень сделала часто. для того, чтобы он не провалился полностью в меня, потому что он легко может это сделать, он меня очень любит. У нас есть много близких людей, которым можно это доверить, и мы просто с ней в какой-то момент приняли решение, когда это стало уже очень хорошо налажено. Мы приняли решение, что ему нужно заниматься чем-то своим. Значит, что здесь меня смущает? Здесь меня смущает ее движение языком к правому клыку. Собственно, как мы говорили в начале про заставку Ксении, там, где у собаки из клыка капает кровь. Клык – это проявление агрессии или же темперамента. Но, собственно, эти две вещи, они очень тесно друг с другом связаны. И если бы речь идет о муже и жене, и, в принципе, клык здесь, скорее всего, темперамент, здесь какие-то вещи, близости, да. Но когда мы говорим о правом клыке, а не о левом, собственно, здесь все-таки рабочие вопросы. И, скорее всего, здесь речь идет о каких-то конфликтах, которые были в процессе работы. И, в общем и целом, нормально, я даже не знаю, что здесь можно скрывать. И еще один момент. Перед самой фразой она делает паузу. Паузу длиннее, чем она делает обычно. И это происходит потому, что человек структурирует речь. Возможно, она, конечно, просто подбирает более правильные слова, а возможно, не хочет нам сказать всю ситуацию полностью, как она была. Ну и на 25-й минуте что происходит? Длинная пауза, сглатывание и односторонняя улыбка. Собственно, улыбка не искренняя, а улыбка скепсиса. Опять-таки, если взять всю эту ситуацию целиком, то я бы сказал, что здесь, скорее всего, все прошло не так гладко и не так миролюбиво, так как об этом говорит Елена Блиновская. Ощущение. Но я, когда изучала твою биографию, у меня было ощущение, что ты очень сильно гребла. Ты училась, ты посещала курсы ораторского искусства, ты шла к своей карьере очень много лет, ты очень это делала настойчиво, прямо вырывая у жизни этот шанс. Что это, если не грести? Когда мы смотрим 32 минута 36 секунда, Ксения Собчак говорит о том, что Елена Блиновская, судя по находкам Ксении Собчак, много работала, много гребла. Да? Собственно, говорит о том, что Елена на самом деле много работала для этого. И вот здесь мы понимаем, что это не,
не совсем устраивает Елену Блиновскую в том плане, что она стремится показать, что можно-то и не грести. Можно быть в потоке, все само придет, да. И давать ответ прямой, что как бы да, я гребла, она не хочет. Или я не гребла вообще, тоже не хочет. Что происходит? Она складывает губы в трубочку и отводит их в сторону. Если мы вообще не хотим с ситуацией как-то контактировать, мы губы прячем. Ну, когда для нас это неприятно, стрессово, отрицательно. Совсем плохо, мы начинаем их грызть. Но здесь мы видим, что губы в трубочку, они напрягаются. Собственно, круговая мышца рта, она получает энергию, тело инвестирует, и губы впереди. Значит, ситуация не такая же отрицательная. Но то, что губы уходят в сторону, говорит о том, что ищется альтернативный вариант. То, что, скажем так, вот конкретно так меня не устраивает, но я попытаюсь найти что-то, что меня устроит или, скажем так, устроит нас обоих. Вот ресурсное состояние для меня это когда ты ради этого готов поднять попу с дивана. А я тебя из него выбиваю, что ли? Очень похожая ситуация на 34 минуте 33 секунде, когда Ксения Собчак спрашивает, выбивает ли она Елену Блиновской из ресурсного состояния. Опять мы видим, что губы в трубочку отведены в сторону, но при этом еще языком она вводит по зубам, конкретно в районе клыка. И здесь одновременно поиск какого-то удобоваримого ответа, но и при этом внутренняя агрессия, которая не проявляется, которая скрывается. Советовали дальше бабу Зину гадалку. 69 минута 41 секунда, собственно, час 09:41. Здесь мы видим, как рот максимально поднимается вверх, но это не улыбка. Собственно, здесь Ксения Собчак сравнивает Блиновскую с гадалкой, да. И о чем может говорить? Опять-таки, это подход от подтягивания уголков рта к клыкам. Это проявление агрессии. Вот это один из тех моментов, два было момента в интервью, когда Блиновская проявляла максимальную агрессию. Собственно, здесь она прямо была готова реально вцепиться в горло. Ну, второй момент был момент в лодке. И вообще в том моменте в лодке интереснее всего было наблюдать не за ними, а за товарищем, который сидел сзади и греб, который вообще не знал, куда себя деть в этой ситуации. Но в этом интервью также были моменты, где Блиновская была воодушевлена, говорила очень уверенно, и таких моментов было два. Собственно, первый момент, когда она говорила о гештальт-терапии, это 47 минута 45 секунда. Ну, как это возможно Вообще сразу? абсолютно возможно. Допустим, гештальт возьмем, да? Мой любимый. Гештальт-терапевт. Да. Там Она, кстати, прикоснулась к носу. Сразу прокомментирую. Это не есть искажение информации, это не есть обман. Это может быть вариант обмана, но чаще всего в 9 случаях из 10 этот человек хочет углубиться в ситуацию. Да? Он хочет сам для себя как-то более глубоко ощутить эту ситуацию или подумать, как объяснить другому эту ситуацию. И обратите внимание, насколько у нее высокий тембр речи, высокий темп речи. обучение происходит, ты приходишь раз в 2 месяца на 3 дня, то есть это официальное вообще, то есть любого гештальт-терапевта, неважно там, на каком он пришел, там с нуля, не с нуля, они В общем и целом, вот здесь она чувствует по-настоящему подъем, воодушевление. Это та тема, которая ее в данный момент времени зажигает, воодушевляет, и она готова об этом говорить много. И второй момент уверенности – это час 16 минут 20 секунд, когда она говорит о своем марафоне. Здесь темп речи не быстрый, но идет такое вколачивание. Собственно, это очень сильная акцентуация на слова, вколачивание слов, каждого слова. Она в этом реально уверена, и она на этом настаивает. все, что я даю на марафонах, это исключительно то, что я использовала в своей жизни, чтобы получить свой результат. И я никогда не начинаю марафон, а у меня есть разные тематики, то есть все сферы я затрагиваю, это в течение нескольких лет они рождались, у меня один марафон рождается от 2 до 4 лет. Ну что ж, мы рассмотрели самые интересные моменты, которые были в этом интервью, и те, которые мы объективно могли прокомментировать с точки зрения физиогномики.
Мне кажется, на самом-то деле здесь все было абсолютно на поверхности, и здесь не надо владеть супертехниками, чтобы понимать на самом-то деле, что происходило в этом интервью. Но для тех, кто изучает физиогномику или хочет понять, как по мимике и жестикуляции научиться читать мысли человека, или точнее ход его мыслей, это была такая некая демонстрация. Ну что ж, а теперь мое личное мнение по поводу происходящего. Собственно, многие критиковали Елену Блиновскую и прочее. Друзья, давайте будем отделять личность человека от его продукта. Звучит как-то неправильно, но мы слушаем Майкла Джексона, да, и при этом забываем, что он расливал малолетних. Мы смотрим фильмы в Голливуде, но при этом, господи, забыл этого продюсера, забываем про продюсера, который их произвел, который там невероятным растлением занимался в Голливуде. Забываем про Кевина Спейси, который занимался растлением малолетних. Более лайтовый вариант Джереми Кларксон, который делает классные передачи, автомобильные шоу Топ Гир и Гранд Тур, но при этом товарищ постоянно в алкогольной зависимости, у товарища там 2 или 3 развода, товарищ дважды бил мордой продюсером телешоу Топ Гир, и мало кто его вообще переносит как личность, но его продукт реально классный. Если говорить про марафон Елены Блиновской, что это такое? На самом-то деле это коучинговый продукт, да, то есть это коучинг, это не какая-то магия, там нет там магии. Что такое коучинг, я уверен, знает каждый из вас. Это инструменты, которые позволяют прорефлексировать правильно, оценить ситуацию объективно, понять, что человеку мешает, в чем его ресурс, чего он хочет на самом деле. И это уже в разы облегчает задачу, да. И банально делая вещи из банальной, не банальной, а прикладной психологии, человек уже может получить большой результат. Поэтому давайте понимать, что есть продукт, а есть личность. И если вам интересно посмотреть детальный физиогномический разбор Ксении Собчак или Елены Блиновской, пожалуйста, напишите об этом в комментариях к этому видео или мне в Инстаграм, и я подготовлю, там на самом деле есть о чем поговорить. Пожалуйста, поставьте этому видео лайк или дизлайк, напишите комментарий, все, что вы думаете об услышанном. И подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Увидимся, пока-пока.